Привет, друзья! С вами, как всегда, самый милый и добрый монстрик на свете, Майк Вазовский. И сегодня мы с вами детально поговорим и проведем обзор еще одного мстительного героя игры Kingdom Rush Vengeance. Ну а пока мы не начали, друзья, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайкосик под видео и напишите какой-либо комментарий. Всегда рад вашей компании. Грош точил свой топор, когда прибыл гонец, задыхаясь и прося аудиенции у Везнана. Гигантский воин не обратил внимания на поспешную речь гонца, пока не услышал слова «первобытный ужас». Заинтригованный, он настоял на том, чтобы лично доставить посланника к Темному Лорду. В тронном зале Грош молча сидел и слушал. Посланник рассказал об ужасающих тварях, выходящих из только что открытого разлома в горе. Он почувствовал, как ярость разгорается внутри него, его мышцы вздрогнули, но выражение лица оставалось прежним, дабы не выдать свою реакцию, поскольку он хорошо знал место, откуда пришли непрошенные гости. Он не мог позволить себе потерять контроль над своими эмоциями, сидя рядом с Темным Лордом. Сейчас он нуждался в его одобрении больше, чем когда-либо. Он почти оставил всякую надежду ощутить сладкий вкус мести, но теперь ему представился шанс, и он не мог себе позволить его упустить. То, что он видел, тот ужасный кошмар, который ему пришлось пережить, не давал Грошу спокойствия. Он не спал ни единой ночи с того самого рокового дня, когда вернулся домой с охоты и обнаружил, что вся его деревня разрушена, а его люди убиты. Он до сих пор ясно помнил вид своей семьи, разорванной на куски челюстями этих чудовищных существ. Он последовал за ними, но их было слишком много, и они были очень сильны, чтобы он мог справиться в одиночку. Ему удалось убить нескольких тварей, но с более крупными врагами он уже был не в состоянии справиться. В конце концов, в те времена он был всего лишь юным воином, и его навыков было недостаточно для победы над столь мощными врагами. Раньше он был полон надежды на светлое будущее, на то, что его семья будет гордиться его достижениями искусного охотника и великого воина. Он повсюду искал выживших, но было безуспешно. Грош остался единственным выжившим из своего поселения. Он знал, что для мести ему понадобится помощь со стороны. Он вспомнил легенду, которую когда-то рассказывала ему мать. Легенда о пещере с проходом в далекие невиданные земли, наполненные волшебством и чудесами, превосходящими его воображение. Он приложил все усилия, чтобы найти эти мифические земли, но все было напрасно. Грош потерял любую надежду найти то самое место, когда в одном из своих путешествий внезапно ощутил на себе холодный взгляд злых глаз. Когда он повернулся, существо чудовищных размеров с огромными челюстями подняло свою уродливую голову и атаковало Гроша. Он знал, что сопротивление бесполезно, и поэтому бежал так быстро, как только мог, чувствуя дрожание земли и громкий хруст деревьев, раздавленных под ногами зверя, пытавшегося вонзить свою зубастую пасть в тело Гроша. Из последних сил он протиснулся через расщелину в горе. Она была настолько мала, что он едва мог пройти сквозь нее, но Грошу удалось это сделать как раз в тот момент, когда монстр практически настиг его, ударившись головой о гору. Грош оказался в крошечной пещере, а проход назад был завален камнями. Грош покинул пещеру, будучи более решительным, чем когда-либо прежде, и дал себе обещание, что не успокоится до тех пор, пока не отомстит за свою семью и не уничтожит зверя, убившего всех его родных и близких. Дабы исполнить свою клятву, ему нужно было стать самым могущественным воином, которого когда-либо видел этот мир, и он точно знал, с чего именно стоит начать свой путь. Грош — это могущественный человекоподобный древний мамонт, имеющий в своем арсенале огромный топор, рукоять которого сделана из костей поверженных врагов, а его лезвие выточено из камня. Говорят, один в поле не воин, но это точно не относится к нашему сегодняшнему герою.
Грош более силен именно в одиночном бою, когда рядом нет союзников, его урон и здоровье выше на целых 30%, доводя значение ХП до космических 968 единиц, что больше, чем у любого другого из героев, а наносимый урон увеличивается до 53-80 единиц. При этом он еще и имеет слабую физическую броню. А вот что говорит Грош в момент взаимодействия. Blame your ancestors. I am war. It's not extinction if I remain. Here is my fuel. My wrath has faded. Ну а теперь давайте более детальнее рассмотрим его способности. Первая способность – это надлом. Восстанавливается каждые 25 секунд. Герой оглушает врага на 2 секунды и наносит ему 320 единиц урона. При этом на 1,5 секунды накладывает эффект ужаса на всех врагов, находящихся поблизости. Вторая способность – безумие, восстанавливается каждые 40 секунд. Если здоровье героя падает ниже 20%, Грош переходит в состояние бессмертного берсерка на целых 8 секунд и получает 100% бонус к скорости атаки в течение тех же 8 секунд. Третья способность – это смерч. После каждой третьей атаки Грош превращается в настоящий смерч, нанося при этом 75 единиц урона по площади. Четвертая способность – наследие. Когда герой погибает, он исторгает из себя смертоносные кости, которые наносят 50 единиц урона каждую секунду и замедляют врагов на 40% в течение 16 секунд. И, наконец, пятая последняя способность – первородный ужас, восстанавливается каждые 50 секунд. Призывает волну костей, которая распространяется на пути героя, оглушая врагов на 3 секунды и нанося 80 единиц урона всем противникам в зоне поражения. Итак, подведем итоги. У Гроша очень солидный уровень ХП и достойный урон, поэтому слабые враги ему не проблема. Однако скорость его атаки невысока, Грош наносит удар каждые 1,5 секунды. Это же касается и скорости его передвижения, что делает невозможным сдерживание больших толп врагов. В этом случае могут помочь его способность Вихрь и Первородный ужас. Грош не наносит урон по воздушным целям и довольно неуклюж перед быстрыми врагами, но очень хорош в битве 1 на 1, не только со средним врагом, но и с более стойким танком. Грош – один из самых мощных героев ближнего боя. Он отлично танкует как на первых волнах, так и на более поздних. Если разместить Гроша на первой линии обороны, а за ним построить несколько башен, врагу будет очень сложно преодолеть наши укрепления. А на этом, друзья, все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Па-па.